Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца лета в вашей судьбе. Давайте узнаем, какие перемены идут на ваш порог, какие события совсем скоро произойдут. Это как судьба у порога. И, возможно, о чем вы не догадываетесь, а это вот уже вы находитесь вблизи этих событий. И июнь у нас может быть месяцев по ретро-Плутону, как между прошлым и будущим. Ретроградный Плутон, замедляясь, как бы обратное движение, дает нам возможность вот ту проблему, которая сложилась, может быть, даже на конец весны, в мае, на начало июня, решить в течение лета. Вот давайте узнаем, так вот, что же там скоро случится, что произойдет, что совсем близко, рядом с вами. Какие события, да, карты пасьянса нам и расскажут, и покажут, что же там будет происходить. Не вижу пока совпадений, пойдем с вами дальше. С кем, с чем связаны события для скорпионов? В целом благополучие. Вот волшебное значение, когда выпадает голубь, это даже если у нас что-то закручивается, так, знаете, резво, то потом это все равно все разбирается в какой-то красивый узор, складываясь. Поэтому в целом, может быть, как вопросы вашего благосостояния, вопросы дома, вопросы пары, семьи. Возможно, есть какое-то ожидание. Вот смотрите, ну давайте разложим до конца. Прописано именно ожидание. Вот эта древка, листва. Ожидание исполнения желания, кстати. Но когда выпадает вот именно корабль, а в целом корабль, один из символов Меркурия, это перемены. Но прописано исполнение желания, поэтому как минимум одно какое-то желание в течение лета у вас определенно избудется, исполнится. И вам как будто это по судьбе. Вот, кстати, у кого-то вопросы пары, может быть, могут быть даже для тех, кто один или одна, или, может быть, у вас выбор, потому что у вас совпало, и вот в нашем пасьянсе, когда листва и крест, да, судьба, то, что я сказала, это как под вопросом одиночества. Решиться выйти из одиночества, да, ну вот завершить какой-то сольный, может быть, сюжет своей жизни, или, может быть, даже если есть какой-то человек, ну, стало быть, может быть, или сомнения присутствуют, ну, или тут у каждого, конечно, что-то свое. Явно вы будете решать. Или вообще, стоит ли впускать новых людей в свою жизнь. Возможно, иногда бывает вот какая-то сложная тема взаимоотношений. Ретро-Плутон как раз больше межличностную какую-то историю нам будет преподносить, как будто заново что-то нужно передумать, с чем-то определиться. И вот есть такое выражение «одиночество вдвоем». Ну, не всегда, да, так судьба складывается, что даже прожив годы долгие, но все равно мы понимаем, что человек как будто чужой, увы. Вот есть какой-то такой очень сложный, может быть, психологический момент, который вам придется решать в течение лета. Ну, это пусть не для всех, это для кого-то, но в центре благополучия исполнения желаний. Но, значит, у вас что-то хорошее, доброе. Но вот это то, что на психологическом уровне, эмоциональном уровне. Это то, о чем вы никому не расскажете. Это то, о чем никто не знает. Это то, что Скорпион, а Скорпион, как никто, умеет хранить тайны и свои, и чужие. Поэтому, ну вот есть то, что для вас оно должно быть решено однозначно, чтобы это, ну знаете, вы не чувствовали себя как заложником собственных эмоций. Вот, наверное, так. И пока я тут с вами говорила, я просматривала, что мы тут можем и еще соединить. Честно говоря, не вижу совпадений. И даже вот такие совпадения, которые предостерегающие, к примеру, змея, да, это хитрость, обман, мы говорим, нет в разных плоскостях. Карта маска тоже вот совершенно в разных плоскостях. То есть нет каких-то препонов, нет того, о чем
Нам карты бы, ну, сказали, берегись, да, или будь ты с этим внимательный. Все идет как-то своим чередом. Но, может быть, вот в такую минуту или в такое время вам и предстоит разбираться со всем тем, о чем вы никому не расскажете. И это тоже не так просто. Хотя внешне для вас тут как раз, а вот у вас еще выпадает, правда, какая-то запутанная история, луна, месяц. Это сомнение. Это все то, о чем я долгое время говорила. Но есть исполнение желаний. Хочется сказать, все решает Скорпион. Как он решит, так и будет. Может быть, даже кто-то ждет, что вы решите. Я вот этого тоже не исключаю. Но, может быть, такое внутреннее состояние. У кого-то, вот если мы говорим, да, вопрос одиночества. Долго ли я буду вот в этом сольном варианте и никому не доверять? Может быть, и какая-то прежняя история. Ну, давайте пойдем с вами дальше. У нас две колоды Чиро Маркетти, первая колода Ленорман. До конца лета. Что нового придет в вашу жизнь? Что? И как важное событие, вот чем запомнится, что или кто не оставит вас равнодушным, или какая тема, сфера, вы не можете это игнорировать. Ну и, соответственно, что же прояснится? Что или кто появится неожиданно? Что для вас будет внезапно, стремительно? Ну и что изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь? Достанем карту «Совет» и к чему приготовиться. Что нового идет в жизнь скорпионов до конца лета? Добрые вести, тем не менее. Это вести, которые могут означать как решение отправиться в путешествие. Это может означать тут буквально у нас как почтальон получение какого-то важного документа, бумаги. Может быть, и вы сами что-то оформляете, и буквально здесь как в тему может быть новость услышанная, или, ну, как складывается для вас какая-то более удачная позиция, хочется сказать, потому что где-то есть подсмысл, что мы чем-то остаемся довольны. Ну, что-то у вас, мои дорогие, правда, желание исполняется, то... Вот смотрите, интересное желание. Ну, что выпало, то выпало. Исполняется желание вывести, может быть, кого-то на чистую воду. Вот я такое точно не исключаю. Здесь могут быть, знаете, даже тоже исполнение желаний. Ведь мыши, крысы, это, знаете, как мелкая какая-то пакость. Это не то, что нам вот прямо глобально что-то вредит. Но мы, может быть, подозреваем, а у вас чуйка особенная. Здесь может сложиться так обстоятельства или, ну, так какая-то история складывается, когда для вас чей-то обман абсолютно словно на ладони. А что это для вас? Что нового? Это все-таки новое. А вот добрая карта, кстати. И больше это карта любви. Красные тюльпаны – это больше как признание. И не случайно тут у нас буквально и анаграмма, и как открытка, как признание в любви, признание в участии. И Чиро Маркетти, да, так и ЧМ, две буквы прописал. Но дама пик – это какой-то неожиданный момент. Это когда у вас что-то, ну, как знаете, как глаза у нас на что-то открылись. Потому что 9 по нумерологии это всегда вибрирующее число, которое между, вот как вроде 9 перемена, да, перевернем, мы видим 6. И 6 победа, а 9 это вот что-то пока нестабильно, что-то до конца не прояснено. Может быть, и есть какая-то история, или была история любви, а были еще и третьи факторы, третьи лица, которые вам помешали. Может быть, это вы будете устранять эти факторы. Шикарная карта. Карта наших корней, потому что дерево буквально. Здесь у нас древо сферот, и это полный баланс, это благополучие, которое у вас выпадало. Поэтому как вопросы места пребывания или планируемого, вопросы семьи, вопросы пары, может быть и деньги, я тоже все же не исключаю. Но здесь есть то, что вас радует. Радует, но в то же время заставляет чему-то уделить внимание, потому что, ну, есть какая-то помеха, мои дорогие. А вообще, что это такое? Хочется узнать. С кем, с чем? Вот это новое связано. Что нового придет в вашу жизнь? Вот да, тут явно есть какое-то разочарование. Карта пятерка кубков.
когда либо было предательство, либо вот хотели мы что-то осуществить, верили мы в это, а оно как-то пошло не так. И по какой-то прежней теме у вас будет новость. Может быть, это как раз и новость нам и обрисовывают, да, или чье-то согласие, или, может быть, через общение вы узнаете, что человек на что-то согласен, но тут вы можете быть уже не согласны. Хотя я тут вижу, может быть, такая история, когда вы что-то не можете завершить. Но вам все-таки высшие силы помогают. У кого-то финансовый эквивалент, как взаимосвязь, заинтересованность осталась. Или пусть это не буквально финансы, а когда получить документы, когда что-то нужно согласовать, может быть и оформить по недвижимости. Но здесь я больше вижу, знаете как, вы все-таки для кого-то из вас может проиграться так, что какой-то человек в вас видел интерес и создавал вам какую-то путаницу или буквально создавал перед вами информационный поток, который был ненадежный. Вот, наверное, в сторону надежности, и, может быть, это больше связано где-то с личной жизнью, вам придется принимать такое важное решение, оно будет именно новое. Оно не будет похоже на что-то прежнее. Вы тут можете что-то переиграть. И я не исключаю, что для кого-то из вас будет даже рассматриваться вопрос, допустим, пусть это для некоторых, один, два, но надо услышать вопрос прежних отношений, когда либо человек, либо вы сами человека можете возвращать. То есть вот есть такое, потому как прежде, почему, допустим, что-то не сложилось, а не сложилось именно потому, как были помехи, были какие-то бестолковые советчики. Так и что это в конечном итоге для вас? Что же это новое? Это перевернула колоду. Вот, мои дорогие мужчины, здесь это ваше решение. Но не случайно вот выпали крыски, эти мышки, потому что, смотрите, опять же роза, цветок, любовь, но мужчина босиком. Когда босиком или участки голого тела, это имеется в виду, передает художник уязвимость, чувство нашей уязвимости. Вот человек чувствует, что, ну, есть какая-то деталь, в которой он себя чувствует неуверенно. Или вот как босиком пройти по неизведанной тропинке, и мы понимаем, что мы можем пораниться. То есть вот что-то здесь такое вибрирующее, либо да, либо нет. Какой-то очень важный вопрос. Мужчина у нас как будто смотрит в сторону. Да, он держит эту розу, он в воспоминаниях, но он что-то не решил. Вот вы будете решать. Я больше вижу с домом, семьей и именно по взаимоотношениям. И к этому еще и будут, это как новый, ну, какой-то этап, новый виток, может быть, да, как чистая глава каких-то взаимоотношений, может быть. Но для кого-то это может быть еще и та история, когда вы узнаете правду и понимаете, какие же помехи были на самом деле. Ну, у нас иногда бывает тогда, когда куча советчиков и в личной жизни, делай так, не делай эдак, и даже в парах, которые, ну, предназначены друг для друга, там вот эта темная кошка как раз и пробежала, люди поссорились, а потом сумеют проговорить важные вопросы и в конце концов разобраться, прав, не прав, идем мы куда дальше, что мы продолжаем и в каком эквиваленте. Вот что-то я тут больше вижу, это касается личной жизни или, может быть, взаимосвязи с родственниками. Вот давайте узнаем важное событие, чем запомнится лето в вашей сильной позиции. Белый медведь самый сильный, но здесь может быть и ваш, опять же, интерес, или иногда это вопросы работы. Вы как статус можете пересмотреть, посмотрите, и вопросы дружбы. Кому я верю, кому не верю. Очень интересно изобразил вот эту карту Чиро Маркетти. Собачка, всегда друг, мои дорогие. Десятка червей, да, радость. Радость может быть от встречи с каким-то человеком. Здесь, мои дорогие скорпионы, у вас получается, правда, оформить документы, с кем-то договориться. Возможно, у вашей жизни будут какие-то люди, я не исключаю, что вы знали этого человека, а для кого-то я не исключаю, что это могут быть и новые люди. Все-таки важное событие будет связано с тем, что кто-то может получить работу, да, или кто-то может получить должность, или новый вариант, может быть, как прогресса, да, и вы будете этим заниматься.
в течение лета, но тут поддержка какая-то, потому что выпадает карта собака. Это да, поначалу может быть как что-то без обязательств, и я такого не исключаю. И не случайно, посмотрите, изображают Чиро Маркетти без поводка, без ошейника. То есть нет какого-то давления, нет какой-то, знаете, как границы, каких-то жестких рамок. И, может быть, даже в таких взаимоотношениях постепенно доверие, оно должно появиться, либо оно есть, либо его нет. Хотя тут есть и другой подсмысл. Как будто нас приглашают. То есть я тебе доверяю. Вот этот самый поводок собачка держит в зубах. Как будто предлагая свою дружбу. Ну вот какой-то такой мотив. Это как важное событие. Да, тут, наверное, без пересмотра взаимоотношений, это факт, не обойдешься. Но будет по аркану умеренности его величества случай. Какая-то неожиданность или информация, факт. Она может быть связана даже с каким-то человеком. Причем это может быть, знаете, как какой-то разговор такой острый, потому что бунтарь без причины иногда проходит по этой карте. И тем не менее, но это правда, говорят, на правду не обижаются. Но даже вот, видимо, от того, как вы сумеете правильно воспринять, или это может быть даже с учетом аркана умеренности, когда вы можете оказаться в какой-то, ну, на ваш взгляд, патовой ситуации, но тогда это не случайно, потому что это как пункт нового отчета для вас будет. Что же это важное? И это могут, тем не менее, будут вопросы работы, заработков. Здесь может также появиться как важное событие, знаете, вариант решить, может быть, вопрос как по работе, по деньгам, по взаимосвязям, по контактам, даже с тех, или с тех позиций, или, ну вот как вы себе это не предполагали. Будьте готовы, потому что все же тут я вижу для вас какой-то очень шикарный сюжет складывается, когда ваша роль именно возрастает, или когда вы свои таланты, вам как тут помогает даже минусовая ситуация. Внимание, мои дорогие скорпионы, даже вот может быть это правдивая информация, когда, ну бывает и такое, открылись у нас на что-то глаза, мы понимаем, что не в те двери ходили, не с теми людьми разговаривали, а тут вот нужно вот как-то раз вот так это что-то решиться, рассмотреть новый вариант. И для вас это, знаете, даже в течение лета может быть прямо какой-то прорыв. Вот я такого не исключаю, так что ж там прояснится. Вот все то, что касается стабильности, карта якоря. Может быть, это и вы сами, это могут быть и домочадцы. Безусловно, вопросы дома. Кто в доме, да, кто наше окружение, куда мы идем, кого мы берем с собой в будущее. Вот и, видимо, в целом, вот какие-то такие темы, которые вибрируют на уровне верю, не верю, сможет у меня получиться какой-то мой план, или мне его нужно пересмотреть. Может быть, шаг за шагом вот вы и приближаетесь к этому благополучию. Я тут вижу, вы просто, как знаете, фильтруете, убираете из своей жизни ненужных людей. Или когда вы с чем-то очень важным, которое составляет именно благополучие, определяетесь. У нас ведь еще, если мы говорим июня, как начало лета, у нас тут конфигурация двух планет. Это идет по Венере, а по Венере благополучие как раз-таки идет. И это и любовь, это и дом, это и деньги. Но еще и Юпитер. Если у нас Венера планета малого счастья, Юпитер считается большого. То есть это, ну, где-то удача, удачный момент. С арканом умеренности такое бывает. Но нам в этот момент нужна холодная голова и, как ни странно, трезвый расчет. Потому что очень часто это та ситуация, которая требует от нас новых методов, совершенно новых решений. И поэтому у кого-то может быть правда, когда вы решитесь на что-то как раз и навсегда. Вот такой момент. Потому что по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому тут у вас действительно что-то прояснится. Ого! Ну, хоть и часто в этой карте присутствует знак Меркурий, или прорисовано, что это Дева или Близнецы, хотя, может быть, именно есть такие люди в вашем окружении. Но я всегда говорю, карта Мага – это карта Скорпиона. Потому что у вас такая чуйка. Вот это, пожалуй, ваша очень сильная позиция. Хотя, конечно, это сложно, да, с Плутоном, планета-управитель. Но вы ведь видите то, что не видит никто другой. И в тот момент, когда кто-то думает, я самый хитрый, самый умный,
А Скорпион смотрит и думает, ну давай, продолжай, я еще понаблюдаю. То есть вот у вас есть то, чего нет ни в каком другом знаке зодиака. И вот, видимо, именно в течение лета слушайте подсказки собственной души, собственной мудрости. Меньше в себе сомневайтесь, потому что когда выпадает карта мага, тут не значит, что это прямо с места в карьер мы на эмоциях что-то делаем. Нет, это практик. Это тот, который все просчитает, который все подметит. Он какие-то мелочи для себя, он не будет в них ковыряться, но он их подметит, как поставит галочку и скажет, ага, вот в этом пункте я буду аккуратней. Поэтому у вас, что бы вы ни задумали, прекрасная энергия. Стоит Скорпиону только захотеть, и даже какая-то запутанная история у вас может разрешиться для вас с большим плюсом. Ну так а что же тогда будет внезапно, может быть неожиданно, кто или что появится неожиданно, а вот опять же тайна. Книга – это карта тайны, которую мы разгадываем сами. Но не все так быстро, всему свое время. И посмотрите, соответствует это тому, что, скорее всего, какая-то история будет продолжаться. По крайней мере, какое-то время. Часы изобразил Черо Маркетти циферблат, как будто в центре. Может быть, это какая-то давняя проблема или вопрос, который вы пытаетесь решить, разобраться в этом. Давайте я на колоде Ленорман. Что? Или кто появится неожиданно, если мы говорим тайна. А вот вы и будете разбираться, потому что вы узнаете, правда, какую-то тайну. И вот он якорь, пожалуйста. Как будто 35 – это 8, если мы говорили 4, а это как будто дважды, двойной якорь. Уже теперь в какой-то запутанной истории 11. И это может быть между двумя людьми. Все то, что я говорила. Вы здесь проводите какой-то баланс. Ну, давайте все же еще мы на колоде Таро рассмотрим, да? Что для вас внезапно? Ну, или кто там появляется неожиданно? Ну, по семерке это регламент, какая-то задержка. Вам точно говорят, смотрите, 20-й старший аркан, избавление от боли, избавление от страданий. Может быть, даже вы были какое-то время, поставили дела на паузу. Или когда вы сами ждали какого-то документа, тут, скорее всего, все стремится к ясности, все стремится к завершению. И есть такая колода «Колесо года». Так вот там 20-й старший аркан называется «Дорога к свету». Избавление от страданий, от каких-то хитриков, от каких-то обманов. Вот тут действительно какую-то тайну, тему вы для себя проясняете. И потом вы словно вот этот мусор будете убирать из своей жизни. Может быть, вы внезапно так и поймете, какие же препятствия. Вот вам этот Плутон. Что-то вы тут, это карта трансформации. Возможно, кто-то из вас примет к сведению, что да, и я могла в чем-то заблуждаться. Возможно, сохранится какой-то контакт, я все-таки это вижу с определенным человеком. Кто-то от этого контакта будет постепенно, красиво, плавно уходить, сводя некоторые отношения к нулю, а кто-то еще на какой-либо момент может воспользоваться, потому что есть тут все-таки подсмысл, но что-то мы должны забрать свое, мои дорогие, иногда по этой карте. Ну и понятно, не замечтаться. Внезапно Скорпион выводит на чистую воду некоторых персонажей. Причем это для вас, это не для афиши. Вам самим нужно разобраться, кто друг, кто так, ну а может быть, кто и враг, кто знает. Итак, что изменит ваши планы? Выбор, мои дорогие. Вот выбор, как полдороги прошли, уже вроде бы, может быть, мы и решились, но теперь мы понимаем, нет, так не пойдет. Тут дальше так же прямо не пойдешь, потому что нужно принимать какое-то важное решение. С чем, с кем это связано? Возможно, это связано с конкретным человеком или когда приходит какая-то новость, пажи это вестники, а вам не хочется торопиться, потому что вы чувствуете, что я уже там был, и, ну, пусть не буквально были где-то, да, ситуация может быть похожа. Или на какой-то дежавю как раз это может походить также, либо через взаимоотношения, либо, может быть, и по работе. Вы явно тут правильный выбор какой-то делаете. Что изменит ваши планы? Вы сами измените эти планы. Королева мечей, прообраз Юдифи, она ведь, как известно, да, поэтому и вошла в историю, пошла на этот героический поступок в одиночку. И никто не знал, поэтому молчание где-то золото. Вот на протяжении лета.
То, что задумал Скорпион, если вы все просчитаете, и это будет, ну, может быть, и информацию какую-то вы будете узнавать у юристов, адвокатах, может быть, и у чиновников, но вот то, что вы задумали, как бы мы говорим, если хоть одному сказали, значит, знают все, а если никому не сказали, у вас как будто от этого будет даже своеобразный либо же экзамен жизни, либо какая-то траектория по финансам, по работе, но именно на будущее. Вы знаете, я бы сказала, тут с каким-то выбором его нужно очень тщательно продумать, потому что вы сейчас выбираете, мои дорогие скорпионы, на долгий период жизни. Ну, как минимум, хочется сказать, лет на 7-10, а то и больше. Поэтому здесь могут быть люди, которые вам оказывают содействие, это правда. Когда выпадает в моих раскладах рыцарь Пентаклей, нам, допустим, нужно совершить какой-то платеж, нужна сумма денег. В нашем окружении есть тот человек, который придет на помощь. И если это, к примеру, вам нужно согласовать, чтобы получить какой-то документ, тоже есть в вашем окружении, кто может дать дельный совет. В конечном итоге все стремится к радости, к счастью, как удовлетворению от, ну, может быть, итогов или исполнению желания у вас правда получится. Но вот, наверное, надеяться на самого себя, хотя правильно просчитать, кто, на кого можно рассчитывать или опереться. Потому что видеть, как на пару шагов вперед, лучезарная дельта, видеть всегда, все контролировать. Вот такое лето для вас, мои дорогие скорпионы. И неважно, какая фаза Луны. Тут при всех фазах Луны. Слушайте свою интуицию, я снова говорю, карта мага. Но самое главное, Чармаркете прорисовал рыбок. И рыбы, путешествия, перемещения, поездки. Это то, что нам приятно, нравится. Это где-то вдохновение, но и одновременно деньги. Вот тут очень много что стоит на кону, и, может быть, все это переплелось, все сферы жизни. Все важно. Но давайте карту совет и вообще к чему приготовиться на будущее. Да вы как по судьбе проходите. И опять же у нас числа, да? 6 треф. 6 треф – это всегда победа. Шестерка пентаклей, мои дорогие. Ваша победа на кону. Но тут 36, и это 9. Вибрирующее число. Я об этом уже говорила. Поэтому, мои дорогие, тут, скорее всего, будет какая-то, ну, как судьбоносная, назовем, историю, которую вы не можете избежать. Вам уже, вот как, знаете, обстоятельства вас подводили к какому-то итогу, и мы понимаем, что, а вот именно теперь, может быть, в течение лета вам придется с чем-то определяться, причем, возможно, в разных сферах жизни. Так что же тогда будет продолжаться, к чему приготовиться? Для вас, мои дорогие девочки, тут все-таки у нас, посмотрите, надо же вот так вот по судьбе, я сказала, и достаю карты женщины, а здесь у нас уже мужчина. Вопросы личной жизни. Вы летом будете для себя, ну, самому себе или самой себе, как выбирать ориентиры, или, может быть, даже, ну, как свое направление по отношениям. И неважно, пусть вы даже в паре. Здесь могут вклиниться, как бы одно дело это чувство, а тут какие-то еще и материальные вопросы. Или вопросы по документам могут, может быть, и составлять. Не просто любит, не любит ситуацию, а что-то более серьезное, что-то более важное. Когда тут и вот на материальном уровне вам какие-то решения придется принимать. Но, видимо, вы и еще и на осень. До середины октября у нас ретро-Плутон, и вполне вероятно, у кого-то даже до конца года, почти до конца, потому что у нас там еще летом перейдет Сатурн в ретро-движение, останется до 11 декабря, представляете? То есть где-то теоретически до конца года какая-то шаг за шагом история будет проясняться. Давайте еще спросим. Ну вот да, должно именно проясниться. Тучи – это временно, как будто на кону уже солнце, оно уже выглядывает. Но, может быть, это не так быстро. Какие-то последние шаги вам еще придется делать. Либо осенью, это если мы спросили, к чему приготовиться. Одним махом тут, знаете, этот Гордиев узел не разрубишь, нет. Тут придется и Соломоново решение принимать, ну и, видимо, нить за ниточку вот этот узелок вам распутать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы.
А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне искренние волшебные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.